Я не знаю, вам только предстоит сниматься или у вас уже прошла съемка, и это было ужасно. Вы потели, забывали слова, в голове полная пустота, душу как будто вот так вот кулаком сжали, и вы точно не получали никакого удовольствия. В любом случае, вас впереди ждут еще одни съемки, поэтому давайте мы к ним подготовимся. Ну нахер. Меня зовут Антон Пролин, я уже 7 лет занимаюсь YouTube-продюсированием и помогаю экспертам говорить на камеру и нести пользу этому миру. А также я сам проходил очень много обучений по работе в кадре и собрал все самые главные фишки в одном видео. И плюс несколько интересных историй наших клиентов, которые вначале также тряслись перед камерой. Вот посмотрите, это я, лысый, без бороды и вообще не умею говорить на камеру. В нашем магазине они стоят 450 рублей за штуку, их розничная цена. Я тогда пытался продавать ВКонтакте наушники, которые покупал на садоводе, и записывал как раз рекламный ролик про них. Товар без изъяна, товар без обмана, надежный, как пружина от дивана. У меня тогда перед глазами просто вот все побелело, я забыл слова, я говорил как робот, как ведущий новостей, все строго, неинтересно, да и чувствовал я себя тогда ужасно, и записал, наверное, 30-секундный ролик часа за полтора. Сейчас мне работать на камеру, конечно, намного комфортнее, легче, я говорю без суфлера, говорю свободным языком, ну и надеюсь, что вам нравится. Дальше расскажу, как вам научиться работать на камеру. Для начала разберемся, что вообще дает человеку вот эту вот уверенность в кадре. Разделим это на такие 3 пункта, 3 куба. И первый куб — это человек, уверенный, твердый эксперт в своей нише. Если вы сами не особо пока разбираетесь в своей нише, то, конечно же, вам будет тяжело нести это в мир. Часто новички говорят чужими словами, посмотрели какого-то другого эксперта и пытаются донести уже своими словами эту же мысль, но глубинно они ее не понимают, поэтому не могут объяснить какие-то нюансы, не могут привести примеры из жизни, потому что сами они это не проходили. И вот чем больше опыта в своей нише, тем легче вам будет об этом рассказывать. Как это можно прокачать побыстрее? Изучайте вот все, что есть про ваш товар, ваши услуги, вашу нишу, и старайтесь быстрее погрузиться в практический опыт, набрать вот этих вот кейсов, примеров и побольше жизненных разных ситуаций. Второй куб, который дает уверенность в кадре, звучит так: отпустите свои страхи. У каждого новичка, кто старается записать свои видео и выложить в страшный интернет, есть страх, что это увидят его коллеги на работе, друзья, родственники. Все будут смеяться: о, еще один блогер. Что, идиот? А что, танцевать нельзя, что ли? Идиот. Идиот. Ты чего там свои видосики записываешь? И, как правило, еще это вначале все очень плохо выглядит. Человек говорит неуверенно, а чаще всего он даже и не начинает это делать. В голове уже прокрутил, как над ним смеются, и такой: а, ладно, все, не буду ничего снимать. Ну и пожалуйста, блядь, ну и пожалуйста, нахуй мне это нужно. Я тоже все это проходил. Я сам из маленького городка, Камышин. Я переехал в Москву и тут начал снимать видео, выкладывал в YouTube, как я переехал в Москву. И потом, когда я там через полгода приехал в Камышин, мне где-то вот я начал слышать, кто-то начал говорить, что что там блогер, там, да, там канал какой-то снимаешь. Мне это и друзья мои начали говорить, и где-то там в общей компании, там где-то за спиной я это услышал. Ну, было неприятненько, с одной стороны, но тогда я уже был погружен в вот этот мир видеоблогинга, мне нравилось, я смотрел дофига разных каналов, поэтому меня это как-то задело, но не остановило. Поэтому если у вас есть такие страхи, пусть они вас не останавливают, продолжайте снимать, просто никому не говорите о том, что вы завели YouTube. Второй страх — это кто я такой, чтобы вообще там людей на YouTube учить, такое появляется синдром самозванца. Тут просто надо понять, что если вы уже в какой-то теме хорошо разбираетесь, вы уже можете человека чему-то научить. И люди, многие новички, жаждут узнать то, что вам кажется вроде бы незначительным. Поэтому просто перебарывайте этот страх и снимите уже первые свои ролики. Guten Tag, das YouTube. Ну а если у вас вообще нету никакого опыта в определенной нише, вы можете вести YouTube не как эксперт, а как человек, который только начинает свой путь в этой нише. И большинство других новичков будет просто взахлеб вас смотреть, потому что вы как раз показываете все их страхи, их боли и показываете, как вы с ними справляетесь. Третий куб, который дает человеку уверенность в кадре, это умение говорить. Спасибо, Кэп, скажете вы, но давайте я объясню, как это прокачивать. В самом начале люди боятся чего?
камеры. Они боятся просто вот этого пластиковой коробочки, в которую надо говорить, надо смотреть. И чтобы этот страх у вас исчез, попробуйте просто взять в руки камеру, поснимать себя на тот же телефон, поговорите. Вам не обязательно постить сразу это в интернет. Просто возьмите себе какую-нибудь определенную тему, допустим, как прошел мой день, и распишите, что с вами произошло интересного. Вы можете эти видео пересматривать, но не критиковать себя. Вы можете обращать внимание на какие-то ошибки, чтобы завтра их исправить. Так попробуйте поснимать себя неделю. Я уверяю вас, ваши навыки точно прокачаются и страх камеры уйдет. А если вы начнете еще и в Инстаграм снимать сторис, просто рассказывать о своей жизни, просто поделитесь, какой вам фильм недавно понравился, просто поделитесь, куда вы недавно ходили в какое-то интересное место. Это тоже все шаг за шагом прокачивает вашу работу на камеру. Идем дальше. Очень хорошее упражнение на импровизацию. Мы берем книгу. Как она у меня тут оказалась, не знаю. Открываем на любой странице, просто открыли и ткнули пальцем в любое слово. Теперь ваша задача вспомнить какую-то историю, связанную вот с этим словом, и сделать рассказ на минуту. Каждый по очереди вспоминает самую постыдную историю своей жизни и рассказывает уважаемой публике. Вот я ткнул в слово «кит». И я сразу вспоминаю, что я когда-то давно работал в агентстве, которое занимается путешествиями. У нас там один мужчина пришел, заказал авторское путешествие для своей любимой, заказал сертификат, который ей можно подарить, чтобы она отправилась в путешествие, где она может посмотреть на китов, на какие-то Азорские острова. Он заплатил там 100 тысяч какой-то первоначальный взнос, и очень долго не приступали мы к этому путешествию. Мы уже потом через 2-3 месяца ему звоним, а что такое? А он говорит, а я уже с этой девушкой расстался, деньги себе оставьте, там начал плакаться, и такая вот история. Вот что придумал. Видите, импровизирую не очень хорошо пока, но у меня и практики давно не было, поэтому, может быть, у вас лучше получится. Кстати, книга Татьяны Мужицкой, Татьяна One Love. Еще одно очень классное упражнение, которое позволит избавиться от всяких слов-паразитов. Мы готовим какую-то историю, какой-то рассказ и сажаем друга напротив, рассказываем этот рассказ, и каждый раз, когда у нас будет он хлопает. Вы эту фразу говорите заново и старайтесь уже не делать вот эти Каждый раз, когда он будет хлопать, вас уже будет это раздражать, вы будете обращать внимание на все эти моменты и со временем научитесь просто их не говорить. И вы можете даже считать, сколько вы делали до вот этой тренировки, там месяц, допустим, потренироваться и посчитать, сколько у вас этих осталось. Если вы понимаете, что на съемке вы какой-то тухлый, какой-то вот прям вот нету энергии жизни в глазах, нету жизни, оживи себя и оживи программу. Вам нужно подурачиться. Вы замечали, что вот вы сели, говорите, у вас пол ролика вот прям тухлятина, потом вы вроде бы разболтались, если еще на площадке есть там какие-то продюсеры, режиссеры, вы с ними там что-то пошутили, и вот потом уже как-то вот все пошло. Вот в идеале вот это вот поболтать, повеселиться надо до съемки, чтобы сразу вы сели и выдали огонь. Поэтому если вы не один, поболтайте на какие-то отвлеченные темы, расскажите, что с вами там на неделе произошло, вспомните какие-то интересные истории, возможно, вы их в видео потом еще и расскажете. Если вы один сейчас, посмотрите на ютубе ролики любимых авторов. Так вы сможете немножко успокоиться, подготовиться к съемке и, возможно, перенять какую-то вот эту активность, какой-то огонь, радость, и сможете ею уже поделиться со своим зрителем. Но тут очень важно, чтобы вы не перенимали прям манеру речи, потому что бывает так вот насмотришься и начинаешь там то акцент какой-то включать случайно, В студии, как всегда, я ваш любимый Жорик Вартанов. то какие-то слова-паразиты, наоборот, от этого автора перенять можно. Поэтому вот именно стиль речи не перенимайте. Попробуйте взять этот огонь, энергию. Также чувствовать себя уверенным в кадре очень хорошо помогает, когда у вас есть заранее прописанная какая-то структура, тезисы, вопросы, на которые вам нужно ответить в видео. Не надо писать прям дословные сценарии, которые надо там читать. Не надо говорить с суфлера. Старайтесь просто наметить себе какой-то план, какие-то вопросы, подсматривать. Ага, там рассказать по такую-то историю. Все, прочитал и эту историю вспомнил, выдал. Если прям, вообще хана, прям вот просто белый лист у вас прям перед глазами,
Ну ладно, припишите себе дословно, пусть на первых съемках вам это там хоть как-то поможет, но потом потихонечку от этого отходите. Все вот эти 3 куба мы подчеркиваем и пишем опыт и регулярность. Просто запомните и примите, с первого раза у вас не получится говорить хорошо и чувствовать себя комфортно перед камерой. Даже если вы болтун в жизни, вы садитесь перед камерой и у вас просто случается какой-то ступор. Съемки — это что-то новое для нашего мозга. А наш мозг, он что? Его задача природная какая? Сохранить вас в состоянии покоя, не рисковать, чтобы в вашей жизни ничего не угрожало. Он быстро оценивает ситуацию, и когда видит что-то новое, он тебе говорит: дружище, а может быть все-таки пойдешь на диванчике посидишь, там уже мы это все прошли, это все проверено, спокойно, и ничего нашей жизни там не угрожает. Поэтому мозгу очень тяжело идти во что-то новое. Вы будете постоянно отвлекаться на звонки, какие-то видосики. Мозг пытается вас вытащить из этого нового действия в то, что вам уже привычно и приносит удовольствие. И здесь очень важен опыт. Чем больше вы будете снимать себя на камеру, чем больше вы будете говорить, тем больше ваш мозг будет понимать, что это дело уже становится привычным, да и бояться там нечего. Вам не надо тратить на это много энергии, мозг не будет вырабатывать вот этот адреналин, не будет вот этой трясучки, как обычно мозг нас готовит к какой-то опасности. Нет, здесь все уже привычно, вы уже там провели 10-20 съемок, для вас это норма. Поэтому опыт и еще раз опыт. Не боритесь с собой, а пытайтесь договориться со своим мозгом, что это все нормально, и снимайтесь почаще. И также здесь очень важна регулярность. Если вы записали там 5 роликов за год, это не значит, что ваш съемочный опыт целый год. Старайтесь сниматься чаще, выходите в сторис, записывайте кружочки в Телеграме. Вот попробуйте с друзьями целую неделю общаться не текстовыми сообщениями, а записывайте кружочки родственникам, друзьям, коллегам. Это тоже прокачивает ваши навыки. Все это регулярный, полезный опыт. Ну и в конце хочу сказать очень важные слова. Лучше не идеальные действия, чем идеальное бездействие. Поэтому делайте плохо, начните уже, не откладывайте. Впереди вас ждет успех, если будете работать сейчас. Пока.